just look at a few things from the early church period. Итак, мы рассмотрим сейчас с вами несколько буквально моментов из периода ранней церкви. Basically, some things related to Paul and the book of Acts. Ну, в основном это будут артефакты, связанные с Павлом и книгой Деяний. Again, we don't have time to go through everything. So. Опять же, у нас нет времени изучать вообще все. Paul's conversion came very early. Итак, обращение Павла произошло весьма рано. Maybe around 35 AD. Может быть, где-то в 35 году нашей эры. And of course he goes to Damascus. И, конечно же, потом он отправился в Дамаск. In the book of Acts, Luke doesn't record every little thing that happens with Paul. В книге Деяний Лука не описывает в каждую деталь, каждую ситуацию, которая случилась с Павлом. So we have some of Paul's letters, though. He adds in extra historical information. Поэтому у нас есть только послание самого Павла, где он добавляет некоторую дополнительную историческую информацию. And in 2 Corinthians, he mentions something about his time in Damascus. И во 2 Коринфянам он касается мимолетно своего времени в Дамаске. He talks about this king Aretas. Он говорит там о царе Арефе. What is it in the notes? Что у вас заметки на русском там, да? Да, он говорит о царе Арете. So this king, he only ruled until 40 AD, so just a few years after Paul was there. То есть этот царь правил лишь до 40-го года нашей эры, то есть буквально еще там пару лет после того, как Павел был там. So for Paul to know about him, Paul would have had to lived around that time, probably visited Damascus. И для того, чтобы Павел о нем знал, очевидно, он должен был там жить какое-то время, посещать Дамаск. We do have coins from this Aretas. И жить именно в то время. И у нас есть монеты как раз периода Ареты. And we even have his burial inscription recovered. И даже обнаружили его погребальную надпись. И она восстановлена. So we know he was a king. We know Damascus was one of the places he ruled. И мы знаем, что он был одним из царей, что он Дамаск был одним из мест, где он правил. He was in power right at the time that Paul was there. Он был во власти как раз тогда, когда там был Павел. It's just one of many people and places that are mentioned in the New Testament accounts that are corroborated by other sources. Это один из тех многих случаев, когда люди и события, описанные в Евангелиях, они соответствуют описанию во внешних источниках. Now back in Judea, just after this time, we have another Herod in power. И возвращаемся назад в Иудею, как раз в это время там еще один Ирод был во власти. То его дружина с ним чи So is it his wife who's here together? They are like holding hands. No, I think these are two gods Я думаю, что это два бога там. in a temple. Бо там в неї платічко. So, but she has a dress, maybe. Yeah, god, goddess. Да, бог и богиня. So Agrippa, he's part of this Herodian dynasty. Итак, Ирод Агриппа, он царь как раз таки вот этой династии Ирода. And he ruled as king of Judea for about 3 years. И он царствовал как царь иудейский порядка 3 лет. He was the grandson of Herod the Great. Он был внуком Ирода Великого. And at first he took the lands of Philip. И, во-первых, он заграбастал себе земли Филиппа. Then he was given the lands of Antipas. Потом ему дали земли Ирода Антипы And then в Галилею. for this short period of 41 to 44, И на короткий период, с 41 по 44 год, in between when the Romans transitioned from prefects to procurators, как раз вот
пока в Риме шла вот эта административная реформа и префектов заменяли на прокураторов, he actually ruled as the king of Judea. то вот как раз этот Ирод Агриппа правил в качестве царя иудейского. And of course, this is the time when the church is just beginning. И, конечно же, это время, когда церковь только-только началась. Agrippa is known in the New Testament because of that story in Acts 12. И Агриппа известен в Новом Завете благодаря этой истории в Деяниях 12 главе. It's the one where he's in the city of Caesarea and he makes that speech to the people. Это вот та ситуация, когда он в городе в Кесарии произносит речь людям. And they praise him like he's a god. И они славят его, как будто он Бог. Это голос Бога, а не человек. He accepts this. И он принимает эту хвалу. So we read that an angel of the Lord struck him because he did not give God the glory. И потом мы читаем, что ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу. And he was eaten by worms and died. И он, быв изъеден червями, умер. This same event is recorded in Josephus. То же самое событие записано в повествовании Иосифа Флавия. He talks about the speech that he made in the theater. Говорится о том, как царь Ирод Агриппа дал речь, произнес речь в театре. And then he talks about his death in his abdomen. И дальше, Death and pain in his abdomen. да, и дальше историк повествует о смерти Ирода, которая произошла из-за очень сильных болей в его брюшной полости. Но смерть, которая сопровождалась сильными болями в брюшной полости. Then after this, the Romans install one of their own people again. И после этого римляне снова поставили на место руководителя Иудеи своего человека. Procurator. Прокуратора. But this Herod is known for something else. Но этот Ирод известен также еще кое-чем. Does anybody remember Кто-то помнит, what he does to the early church? что он сделал по отношению к первой церкви? А? He destroyed. Кого он казнил? Джеймс. Yeah, James, brother of John. Yeah. Иакова, брата Яна. So the guy who married his brother's wife, he was a Herod Antipas, and the one who, то есть тот, кто убил Иоанна Крестителя, это Ирод Антипа, не путать с Агриппой. Это он женился там на жене брата там, и это вот тот правитель Галилеи. Агриппа это фамилия. So Agrippa, is it the last name? Is it the title? What's it? No, this is like his first name. Herod is the family name. Нет, это его как первое имя, а Ирод это семейное имя вообще. То есть Агриппа это по сути как имя мы называем, а Ирод это была фамилия. Агриппа и Ирод. This is where it happens. Вот здесь это случилось. Caesarea. Кесария, да? Here's the palace. Вот здесь был дворец. That's where Agrippa would have been living. Вот здесь Агриппа жил, наверное. And then he made this big speech. И потом он дал большую речь. Possibly in front of the theater here. Скорее всего, вот тут вот перед амфитеатром. Or out here. Либо здесь. And this was the stadium. Это был стадион. With the chariots. Yeah, that's one thing they used it for. Ну да, это было одно из предназначений. Yep. This same palace, that's where Paul appears before the procurators. Это тот же самый дворец, где Павел предстал перед прокураторами. Like after that. Yes, much later. Намного позже, уже после 15 смерти. years later. После смерти. So, by the way, how did they amplify sound in that amphitheaters or because? It was just designed to reverberate. Ну, амфитеатры были сконструированы таким образом, что звук как реверберировался, да, то есть отражался, поэтому усиливался голос. А как преподаватель совмещает историка и Библию, что расходятся немножко? В чем они расходятся? То, что умер через несколько дней, там живот, боли.
So how could we reconcile little minor differences between Acts account about death of Herod and the Josephus account? Like Josephus saying that he died a little bit, few days later, and because of like abdomen pains, or Luke just like summarized that events. Yeah, so they both supplement each other. Ну, они дополняют друг друга. You have, let's see, okay, you have in Acts. То есть есть повествование в Деяниях. You have, it says, immediately an angel of the Lord struck him. Ну, то есть сказано, вдруг ангел Господень поразил его за это. So he's struck with this disease or whatever it is immediately. Он поражен был какой-то болезнью там или чем-то немедленно. But Acts doesn't say how long it was until he died. Но Деяния не говорят, как много времени, как много времени прошло, пока он умер. But then Josephus says it's a few days. Ну, и Иосиф Флавий потом добавляет, что это там несколько дней. And they both, well, Josephus says that the pain is in his abdomen. И Иосиф Флавий говорит, что боль была в желудке. And Acts tells us that it's some kind of worm that caused it. И Деяния говорят, что какие-то черви это причинили эту боль. So they're supplementing each Поэтому они other. дополняют друг друга. Там тільки що Анна була, там круг чи хто там такий. So in this Josephus account, there is like a bird instead of angel. Yeah, well, it's an omen. That's why. It's an owl. The owl is seen as an omen. Да. Да. So 2 or 3 years later, Paul and Barnabas set out on the first missionary journey. Итак, 2-3 года спустя Павел и Варнава они отправляются в свое первое миссионерское путешествие. And they go to Cyprus, which was the home of Barnabas. И они отправляются на Кипр, где был дом Варнавы. And at that time, Cyprus was under the authority of the Roman governor Sergius Paulus. И вот в это время Кипр был под властью римского губернатора Сергия Павла. He is written about by a Roman historian. Он описан римскими историками. And more importantly, he's attested by probably 3 different inscriptions from his life. Что даже более важно, его существование подтверждено 3 разными надписями все времени его жизни. 2 of these are found on Cyprus. 2 из этих надписей мы видим на самом Кипре. And one of them is found at Pisidian Antioch. И еще одну надпись мы видим в Антиохии Писидийской. This one is from Pisidian Antioch. Вот это вот из Антиохии Писидийской. And we know from other historical sources that his family had a large estate near there, and they lived in that area. Largest state, like they've been Estate, like a mansion and land. Ага, да. Ну и историки говорят, что его семья владела большими владениями, поместьем, как раз вот на той территории Антиохии Писидийской, они жили там. And that the inscription that we just looked at, that one comes from the area of Pisidian Antioch. И вот как раз надпись, о которой мы только что видели, она из этой территории Антиохии Писидийской. Then this one. И дальше вот еще одна надпись. This one comes from Cyprus, north of Paphos. Она из Кипра, на север от Пафоса. And this one mentions the proconsul Sergius Paulus, or the proconsul Paulus. И здесь также упоминается проконсул Сергий Паулус, или Паулус проконсул. So we know that Sergius Paulus was the proconsul living in Paphos at that time. И мы знаем, что Сергий Павел был проконсулом на Кипре, в Пафосе в это время. And we also know that he was connected to Pisidian Antioch, И мы также знаем, что он был как-то связан с Антиохией Писидийской, where Paul and Barnabas actually went right after Cyprus. куда, кстати, Павел и Варнава направились сразу же после Кипра. We're not told why in Acts, but it may have been because of that
family connection. Мы не знаем, почему они отправились из Кипра сразу в Антиохию Писилийскую, но может быть как раз в связи с этой связью, да, с семьей Сергия Павла. So they could help them with the ship, with transportation. Do you suggest that, or? It could have been that, and it could have also been that when they were going back to Asia Minor, they were going to go somewhere where they had a connection to people. Ну да, то есть как бы, может быть, они просто транспортом помогли, а может быть, просто когда они отправились в Малую Азию, то они начали с места, где у них была какая-то связь с какими-то людьми, где были знакомства. Later on, Paul goes to Athens, Чуть позже Павел отправляется в Афины, which wasn't a very significant city at that time in terms of population or commerce. В то время этот город не был слишком значительным с точки зрения численности населения или деловой активности. But it was still important in terms of its academics. Но все равно город сохранял свою важность как такая родина, ну, в академическом мире, то есть в мире ученых. Here's the Athenian Acropolis, Вот это Афинский Акрополис, Parthenon. Парфенон. So up on the Acropolis there were actually many temples, И, кстати, там вверху на Акрополисе много храмов, including a temple to Caesar Augustus. включая храм Кесарю Августу. And then all around this lower area below the Acropolis there were also many temples. И вообще везде вокруг вот этой более низкой области, вокруг Акрополиса, тоже очень много разных храмов. And in the Agora there were statues of various gods and goddesses. И на Агоре, на вот этом холме, также было много статуй разных богов и богинь. And so when Paul's walking through there and he says that it's a city full of idols. И когда Павел вошел туда, написано, что он вот увидел город полный идолов. So if you look at first century Athens, you understand what he's talking И about. если вы посмотрите на Афины первого столетия, вы поймете, почему он себя так почувствовал. У мене питання, а це зроблено до Другої світової війни, ця фотографія? So, about the photo, is it made before Second World War, World War II? Actually, Це ж I think maybe I took that one and I just made it black and white. Может быть, но мне казалось, что я просто взял фотографию и сделал ее черно-белой. Тобто може і зараз так, So, is it a current view on Athens? sort of. They've been doing reconstruction on the temple. Ну, может быть, оно и сейчас так выглядит, хотя они сейчас какие-то... That was probably реконструкции like храмов. 10 years ago. Это было, наверное, лет 10 назад. Another place he goes in Athens is the Areopagus. Еще одно место, куда Павел отправляется в Афинах, это Ареопаг. And this is a rock hill right next to the Acropolis. И вот это вот каменный холм прямо рядом с Акрополем. You can see part of the Acropolis from there. Вы из этого холма можете видеть часть Акрополиса. And it had a very ancient usage related to the judicial system. И это место с древних времен использовалось для юридических вопросов. People would take important cases there and they would analyze them and pass judgment. То есть на это место люди приносили свои такие важные судебные разбирательства, там эти разбирательства анализировались и выносился суд по данному вопросу. Место суда. And by the time of the Roman period, what they did on the Areopagus had expanded. И к моменту, когда уже римляне там правили, их активность на Ареопаге, она затрагивала уже другие сферы. But these people may have actually brought Paul there to examine him and see what he was talking about and evaluate the lawfulness of it. Ну, может быть, просто эти люди привели его в Ареопаг для того, чтобы исследовать то, что он говорит, проанализировать и удостовериться в законности того, что он проповедует. And then he uses their knowledge and goes into an explanation of the gospel. И Павел использует их текущее знание, то, что они сейчас знают, и для того, чтобы далее объяснить им Евангелие. He starts by referring to an altar
to the unknown И God. он начинает с того, что упоминает жертвенник неведомому Богу. And there have been some altars to unknown gods discovered. И были обнаружены некоторые такие жертвенники неведомому Богу, Including in Athens. включая один в Афинах. Some of them are recorded by early historians. Некоторые из таких жертвенников описаны ранними историками. Others have actually been discovered in excavations in other cities. Другие мы просто нашли в процессе раскопок в других городах. But we know it was a real thing that the Hellenistic people were doing in the first century. Но мы знаем, что вот это была реальная вещь, которую изготовляли люди эллинистически настроенные в первом столетии. They were basically covering their bases. In case there are other gods out there we don't know about, we'll dedicate this altar to them. То есть они, по сути, прикрывали себе тылы этим, да? То есть, на случай какого-то бога, которого мы пока не знаем, вот мы сделаем жертвенник и ему тоже. Paul also worked in the Agora and shared the gospel with people in the Agora. И Павел также трудился на Агоре и там делился с людьми Евангелием. So they would set up little kiosks in this open area. И вот на этой открытой территории они устанавливали небольшие киоски. People would walk through and they would buy their different products or foods. Люди проходили рядом и покупали разные продукты, еду. Or maybe tents. Yeah. Did he... Products including tents. Yeah. Может быть, палатки покупали тоже. This narrative about Athens also mentions a synagogue. И также в повествовании об Афинах упоминается синагога. And there's some archaeological evidence that there was a synagogue right next to the Agora in Athens. И есть археологические доказательства того, что была синагога прямо рядом с Агорой в Афинах. Later Paul goes to Corinth, Позже Павел отправляется в Коринф, which was a much bigger and more commercially important city than Athens. Коринф был куда большим по численности, куда более важным с деловой точки зрения городом, чем Афины. If you look at the travels of Paul, Если вы посмотрите на путешествия Павла, you notice that he goes to these major cities and he often interacts with people in authority. то обратите внимание, что он отправляется всегда в самые крупные города и старается общаться с людьми при власти. Like on Cyprus, he went to the two biggest cities, Salamis and Paphos. Как, например, на Кипре, он отправился сразу же на два самых больших острова Саламин и Паф. And then he talked to the governor of the province. И он также говорил с губернатором всей провинции. And this governor became a Christian and then a very useful ally of Paul. И этот губернатор стал, по-видимому, христианином и весьма важным союзником Павла. In Athens, he approaches some of the top scholars of the area. В Афинах Павел пытается обратиться к наиболее ведущим ученым этой области. And then in Corinth, he also goes and talks to another governor, but it's also a place just where many people live. И в Коринфе он также пытается достучаться до самого главного, до губернатора, но очевидно это было место, где жило очень много людей. When Paul's in Corinth, he does his usual thing of going to the synagogue. И когда Павел был в Коринфе, он делал то, что делал обычно, он посещал синагогу там. And there are a Посещал в плане, приходил для проповеди. couple of fragments that were discovered in excavations from the synagogue. И есть несколько фрагментов, которые мы обнаружили при раскопках, фрагментов синагоги. This one says synagogue of the Hebrews. Вот здесь написано, да, еврейская синагога. And there's another fragment that shows a menorah. И есть еще один фрагмент, где изображается менора. So we know they had an ancient synagogue there. Поэтому мы знаем, что у них там была древняя синагога.
As happened many times, though, there were Jews that opposed Paul and the gospel. Как случалось уже также много-много раз до этого, было много евреев в этой синагоге, которые противостали Павлу. And at Corinth, they bring him before the governor, И в Коринфе они притащили его на суд к губернатору. Gallio. Галилею, да? Деяния 18:12. Галилею. And it says that they brought Paul before the judgment seat or the bema. Да, прошу прощения, Галиону, да. И напали единодушно на Павла, привели его пред судилище в Галион. Here is the bema in Corinth. Вот это судилище, Бема в Коринфе. It's right next to the agora. Прямо рядом с Агорой. And it was actually up on this higher platform. И находилось оно наверху, на возвышенной такой платформе. Similar in some ways to what we saw in Jerusalem, Очень похоже это судилище Бема на то, что мы видели в Иерусалиме. but it's out in a more open area. Here. Yeah. Ну, а здесь оно просто на более открытой площадке. Там это было в таком замкнутом дворике притории. This official Gallio, by the way, is attested in a contemporary inscription. И contemporary to his time. Yeah. Да, и этот чиновник Галион, он подтвержден в современных ему надписях его времени. He's even mentioned as the proconsul. Он даже упомянут как проконсул. Here's his name right there. Вот здесь его имя. Gallio. Галион. Corinth, like the other cities of the empire, was basically a pagan city. Коринф, как и большинство городов империи в то время, был языческим городом. They had many temples to different gods and goddesses. Там было много храмов, посвященных разным богам и богиням. And as time went on, many of the cities also started having temples to the emperor. И с течением времени во многих городах также начали появляться храмы в честь императора. But in Corinth, there were two very well-known temples. Но в Коринфе было два весьма хорошо известных храма. The temple of Apollo, which is partially still standing today, Храм Аполлону, который частично сохранился до наших дней, and then the temple of Aphrodite, и храм Афродиты, which was actually up on this mountain they call Acrocorinth. который, кстати, находился на этой горе, которую называли Акро-Коринф. Вот там. Як туди піднімали ті булижники? Землю чи якісь храми? How did they put these stones on that height? With How did they lift the pulleys, stones? with pulleys, Ну, с помощью cranes and pulleys, and канатов, блоков, scaffolding. различных строительных конструкций. In excavations at Corinth, though, they found a couple of interesting things relating to the letter to the Corinthians. И во время раскопок в Коринфе нашли несколько интересных моментов, связанных как раз-таки с посланием Коринфянам. First, they found these sacred dining rooms in some of the temples where they would offer the food to the gods. И, во-первых, они нашли некоторые такие священные столовые во многих храмах, где предлагалась еда богам. Which was a ritual that was causing some problems for certain members of the Corinthian church. И этот ритуал приводил к проблемам некоторых членов Коринфской церкви. They also discovered remains of the temple to Aphrodite. Они также обнаружили остатки храма в честь Афродиты. And ancient historians mentioned that this was a temple that employed over 1,000 cult prostitutes. И древние историки утверждают, что в этом храме было место работы порядка 1000, храмовых блудниц, храмовых проституток. Which also seems to have been a problem for the Corinthian church. И кажется, что в Коринфской церкви также с этим были проблемы. Смотри, 6 глава. So we see some of that matching up between Paul's letters and Acts and Archaeology. То есть мы видим, что есть соответствие между посланиями Павла, деяниями и
археологией. But we also see some of the issues that these early Christians faced. И также мы видим некоторые проблемы, с которыми сталкивались ранние христиане. These issues of syncretism and living in a culture or society that was very different and in opposition to Christianity. Вот эта проблема синкретизма, объединения разных религий, а также проблема жизни в обществе, которая противостояла очень сильно христианству и его ценностям. At Corinth, Paul also met an official named Erastus. В Коринфе также Павел повстречался с чиновником по имени Эраст. He's mentioned 3 times in the New Testament, and he's called the city treasurer. Он упомянут в Новом Завете 3 раза и назван управителем города или казначеем. Well, during excavations at Corinth, they found a piece of the pavement that this Erastus had paid for. И во время раскопок в Коринфе они нашли кусочек, ну как брукивки, да, вымощенной камнем дороги, за которую Эраст заплатил. And he inscribed that he paid for this to be made. И он написал, сделал надпись о том, что именно он проплатил вот эту вот выложенную камнем дорогу. Here's his name, Erastus. Вот его имя, Эрастус. Как это вообще работало? Ну, дорога, купленная дорога? So, like, was it a road or was it like just a paved area? It was like a paved area. Ну, это была не совсем дорога, я прошу прощения, что неточный перевод. Это была просто вымощенная камнем какая-то территория. It was right next to the theater. Которая была рядом с театром. Вымощенная камнем площадь. Парковка. Да, парковка. Не, ну площадка. Площадка, да. Later on, Paul goes to Ephesus. И чуть позже Павел отправляется в Эфес. Ephesus was probably the 3rd most important city in the empire at that time. Эфес в империи того времени, наверное, был 3-м по важности городом. Like after Rome and Alexandria. Наверное, после Рима и Александрии это был самый важный город. Antioch was also one of the most important cities. Антиохия также была одним из самых важных городов. Ephesus had a long tradition of Artemis worship. И в Эфесе была долгая традиция поклонения Артемиде. And we see that reflected in the Acts narrative. И мы видим, как это отражено в повествовании в книге Деяний. There's the silversmith Demetrius who opposed Paul and the Christians. Там был ремесленник по серебру Дмитрий, который противостал Павлу и христианам. There are actually found inscriptions in Ephesus that talk about the silversmiths and associate one of them with the temple of Artemis. И они нашли в Эфесе некоторые надписи, говорящие о серебряных дел мастерах, и также даже связываются эти ремесленники с храмом Артемиды. This is all that remains of the temple of Artemis today. Вот все, что осталось в наши дни от храма Артемиды. But at one time it was one of the wonders of the world. Но в свое время это было одно из чудес света. Специальные туннели есть? Do they have any underground tunnels? No, not that I know of. Ну, нет, по крайней мере, таких, чтобы я не знал. This is what Artemis looked like, or what they thought she looked like. Вот так выглядела Артемида, по крайней мере, ну так они думали, что она выглядит. Now there's this interesting passage about the image of Artemis which fell down from heaven. Ну и есть интересный отрывок, который говорит, ну вот о поверье, будто образ Артемиды упал с небес. So that was the image that they actually put in the middle of her temple. Это вот тот самый образ, который они поставили в центре храма. And it wasn't a statue like this. И It wasn't. это не была вот такая вот статуя, подобная вот этим. It was like this sort of cone-shaped structure. Это была какая-то структура в виде конуса. And they thought that it had fallen down from heaven. И они считали, что оно, вот это изображение Артемиды, упало с небес. So
earlier on, historians and archaeologists thought that these might have been meteorites. И более ранние историки считали, что, может быть, это какой-то метеорит просто ляснулся. But they found some of these, including one at Ephesus, and analyzed them. Yeah, like meteorites. No, the cult images. Да, но они, so the cult images. Not like this though. Ага. Но они обнаружили некоторые такие культовые образы в Эфесе и проанализировали их. And what they found is they were actually these tools from prehistoric times. Но и что они выяснили, что эти вот изображения tools, это были инструменты еще доисторических времен. That they had turned this into a legend about it falling from heaven. И потом эфесцы просто превратили это в легенду, что якобы это пало на них с небес. So it looked like this. То есть выглядели примерно так. Что за инструмент? So what was We don't the know. tools? We don't know. Like tools, like agricultural tools? We don't know. It's some kind of. They used it for something. It wasn't a weapon. Но это не было оружие, они для чего-то это использовали. So how big that was? Like that. Ну, примерно такой формы. Небольшой, да? So, but it wasn't like huge, like. No. Here's the temple of Artemis Ну, on вот a это coin на монете храм Артемиды. with one of the statues of her inside it. И там изображена одна из статуй Артемиды в храме. Here's an artistic rendition just showing you how big that temple was. И это просто вот уже художественное изображение храма показывает, насколько большим был храм. Little tiny people right there. И маленькие тут людишки ходят внизу. They also talk about the temple guardian at Ephesus, or the warden. И также говорится в Эфесе о храмовом страже. And they found inscriptions talking about the temple warden, or the warden of the temple of Artemis at Ephesus. Could you what is the passage? It's Acts 19:35. Yeah. The guardian of the temple. Yes. Of the temple. Yeah. Да, ну и также, да, были обнаружены изображения хранителя. Neokoros is the Greek word. Neokoros. Okay. Хранителя храма Артемиды. Ephesus was also known for magic. Эфес также был известен тем, что увлекались люди там магией. So we see during Paul's time there that people burn all those magical scrolls. И мы видим, что в то время, как Павел в Эфесе осуществлял служение, люди сожгли множество таких вот свитков, связанных с волшебством, колдовством. Says amounting to 50,000 pieces of silver. И говорится, что стоимость этих свитков была порядка 50 тысяч слитков серебра, да, талантов. Нет? But this is something to be expected in Ephesus because it was a city known for its magic and magical scrolls. Ну, это что-то, что вы ожидали бы от Эфеса, потому что это был город, известный своими, 50 тысяч драхм, своими, как бы, увлечениями волшебством и всеми этими свитками. Later, Ephesus became a very prominent city for emperor worship. И чуть позже Эфес стал очень значимым городом, где осуществлялось поклонение императору. And this is probably what causes the Apostle John to get taken to Rome and then eventually exiled to Patmos. И, скорее всего, именно это привело к тому, что апостол Иоанн был сначала забран в Рим, а потом отправлен в ссылку на остров Патмос. Because he refuses to comply with emperor worship, and he encourages the church to be the same. Поскольку он отказался, так сказать, совместить поклонение Христу с поклонением императору, и ободрял церковь делать то же самое. So again, the early Christians, they're facing a lot of
paganism, a lot of ideas and beliefs and practices that are counter to Christianity. Но опять же, ранние христиане встречались очень с язычеством постоянно им противостояли какие-то практики, обычаи, ритуалы языческого мира. Similar in some ways to today. И где-то это похоже с нашими днями. In some countries, this might be illustrated by Islam. Во многих странах мы можем проиллюстрировать это, например, как ислам. But in other countries, this might be illustrated by Buddhism or Hinduism. В некоторых странах из такой языческой религии выступает буддизм или индуизм. And in some, it's demonstrated by secularism. Ну, а во многих странах это секуляризм или светский гуманизм. Well, eventually, after Paul's missionary journeys, he's arrested in Jerusalem and taken to Caesarea. И в конце концов, в конце своих миссионерских путешествий Павла арестовывают в Иерусалиме и отправляют в Кесарию. And it's here that he appears before the Romans, Felix and Festus, and the local ruler Agrippa II. И здесь он предстает перед римскими правителями Феликсом и Фестом, а также перед местным правителем Иродом Агриппой. And like the other Roman rulers or Judean officials we've looked at, all of these guys also issued their own coins. И как подобно многим римским правителям и иудейским царям, которых мы уже рассматривали, Ирод Агриппа также выпустил собственные монеты. And they're mentioned by ancient historians. И его также упоминают древние историки. This is part of the palace. Это вот часть дворца. That's, or the praetorium. И это вот, ну или притория называли еще дворец. And this is where Paul would have appeared before Felix and Festus and Agrippa II. Ну и именно здесь Павел предстал перед Феликсом, Фестом и Агриппой II. А суд над Павлом? А? Суд. Что? Суд над Павлом. So, do we have any hints of trial over Paul in Rome? Well, what do you mean exactly? In other historical sources? Like, yeah, this is Alex's Or like question. where? Mark Masters said that maybe the Luke and Acts were parts of like his trial documents, Yeah. like testimonies about him. So, do we have any like artifacts, inscriptions? We have the probable tomb of Paul. У нас есть, вероятная гробница Павла. And there's an inscription. It's not from the time of his death, but it's from not very long after, that says that it's him. И есть надпись не времен его смерти, чуть-чуть позже, но надпись говорит, что это он, это Павел. They buried him underneath where the Vatican is now. И его похоронили там под тем местом, где сейчас находится Ватикан. So Felix, mentioned by Tacitus, Итак, Феликса упоминает Тацит, Suetonius, Светоний, Josephus. Иосиф Флавий. Festus, also mentioned by Josephus. Феста также упоминает Иосиф Флавий. Coins that he issued during his time as procurator. И также есть монеты, выпущенные в то время, когда он был прокуратором. So all these people that Luke mentions, we find evidence of them, and that he gives us correct information. И все те люди, которых упоминает Лука, мы видим свидетельства о них, мы видим, что Лука приводит конкретную информацию, Well, after about 2 years, достоверную информацию. Paul, he appeals to Caesar, and so they ship him off to Rome. И after 2 years, he should appear. Да, и после 2 лет в заключении Павлу надо предстать перед судом Кесарем, и его отправляют в Рим. And Rome, of course, the biggest and most important city in the world at that time. Рим, конечно же, в то время самый крупный, самый важный город в мире.
The Colosseum had not yet been built when he arrived. Колизей еще не был построен в то время, когда Павел туда прибыл. This starts a few years later. Это началось строительство Колизея несколько лет спустя. Here is the Roman Forum, Но вот здесь мы видим римский форум, the main center of the city. главный центр города. There's a traditional prison of Paul in this area. Есть традиционный взгляд о тюрьме, в которой Павел сидел в этой области. But I don't think this is actually where he was placed in prison. Но я думаю, что все-таки его не сюда посадили в тюрьму. Because we read in the New Testament that he's under house arrest. И мы читаем в Новом Завете в Деяниях, что находится под домашним арестом. And this is like some kind of dungeon. А здесь просто какой-то как именно тюрьма, карцер. So what about 2 Timothy? Could he be there while writing that? I think he was under house arrest somewhere. Even during 2 Timothy? Yeah, probably. Ну, с точки зрения преподавателя, что даже во время написания 2 Тимофею Павел все равно находился под каким-то домашним арестом. Paul was executed in about 67. Павел был казнен где-то в районе 67 года. And then, as I said, later Christians they reburied him. И как я уже говорил, христиане позже перезахоронили его тело. And in excavations under the Vatican, they found this tomb with an inscription saying that it was Paul. И при раскопках под Ватиканом они нашли гробницу, где даже есть надпись поздняя, что там похоронен Павел. Туди не поставить під Ватикан? So probably people are not allowed to go there. Like You can actually arrange a special tour, yes. Ну, вы можете, кстати, организовать особый визит туда. Можно договориться. Папі римському гроші треба. So it seems like Pope Francis would not reject additional money to the Oh budget. yeah, probably not. Okay. Sorry. Not in the Vatican one. He's in a different church. Peter is the one that's underneath the Vatican. Я прошу прощения за неточность. Павел не под Ватиканом, останки Павла там в подземелье другой церкви. Петр, там вот он под Ватиканом. Okay. So Paul was executed outside the walls. They buried him somewhere there. Later they put a Byzantine church over it. Павел был казнен за пределами города, они там захоронили его останки где-то, и потом уже перезахоронили и на его надгробие здесь построили византийскую церковь. I think I have some drawings from the excavation. Византийская эта церковь имеется в виду уже 4 века, когда после Константина. Okay, let's see. Here's Якщо the. Ватиканська це католицька, А, то Константин основал город Константинополь, который в будущем стал как бы столицей Византии, восточной части империи. Когда мы говорим византийская церковь, мы говорим церковь Константина и позже. Вот того. Візантія, Константинополь називається. Okay, so they had this very early tomb that then in the time of Constantine they built over that because it was considered the tomb of Peter. In Rome or in Constantinople? In Rome, yeah. Да, в Риме, значит, была древняя очень гробница, на месте которой во времена Константина построили церковь, потому что это место считалось местом захоронения Павла. They also found bones there that were of a 60-something-year-old man. И также они обнаружили там кости, которые вроде как принадлежали человеку 60 лет примерно. So it's consistent with what we would expect from Peter. Ну и from Paul. Well, we're talking about the Peter one. Я прошу прощения, мы сейчас говорим про Петра, да. То есть вот это в Риме Константин построил на месте предполагаемой гробницы Петра храм, и там были найдены кости человека лет 60, это сходится с тем, что мы знаем про Петра. The other interesting thing that they found in this tomb,
that they found the skeleton had its feet cut off right about the ankles. Другой интересный момент, который они нашли в этой гробнице, это то, что как бы ноги были срезаны прямо возле лодыжек. And we read in early church sources that Peter was crucified upside down and they cut him off with a cross. Ага. И мы читаем, что в ранних источниках ранней церкви, что Петр был распят вниз головой, и его просто как срезали с креста. So there's good evidence that that was actually the burial of Peter. И вполне возможно, что как бы это действительно... То есть он был подвешен за крест, и потом его просто как бы отрезали от него. Да. Поэтому это хорошее свидетельство того, что там действительно Петр похоронен. Now, many years later, almost 30 years later, John is on Patmos writing the book of Revelation. И много-много лет спустя, уже лет 30 спустя, мы видим апостола Иоанна на острове Патмос, который пишет книгу Откровения. And he writes to those 7 churches. И он пишет 7 церквям там. You got Patmos here. То есть здесь мы видим Патмос. And then you have Ephesus here. Здесь Эфес. And then these churches follow this sort of horseshoe shape. И вот все эти церкви, они по сути как на одной линии, которая в форме подковы. So the order in which the letters are written, it's just geographical. Поэтому порядок, в котором написаны письма, на самом деле просто географический. But there were definitely more than 7 churches in this area at that time. Однозначно в той местности в то время было больше 7 церквей. For example, Colossae, we know about that, but it's not included in the letters. Например, Колосская церковь. Мы знаем о ее существовании, но она в письма 7 церквям не включена. So the 7, it has significance, spiritual significance. Number 7. Yeah. Да, ну поэтому просто число 7 здесь имеет некоторую духовную ценность. Some of these cities have been excavated. Некоторые из этих городов были раскопаны, там были раскопки. We looked at Ephesus already. Мы уже с вами рассмотрели Эфес. This is at Pergamon. И вот сейчас посмотрим город Пергам. And this is the place where Revelation says Satan's throne is. И об этом городе говорит книга Откровения, что там алтарь сатаны находится. And they found this big altar to Zeus there. И они обнаружили там действительно большой жертвенник Зевсу. And in a way, it sort of resembled a throne. И в каком-то смысле этот жертвенник повторяет форму трона, форму престола. So some people have suggested that this could be what the letter is referring to. И поэтому многие люди предположили, что именно об этом, на это указывает нам письмо Пергамской церкви. Zeus was the king of the gods in the Greek pantheon. А Зевс был царем всех богов в греческом пантеоне. And he did, in the Greek myths, he actually overthrew and killed the earlier gods. И в греческой мифологии Зевс, он как бы поднял восстание и победил предыдущих богов и убил их. But the letter may also just be referring to the great amount of paganism in Pergamon. Но также из послания в Пергам может указывать просто на большое распространение язычества в Пергаме. They had many different types of temples there. У них там было множество разных типов храмов. Including one to Dionysus, who's associated with this sacred serpent. И включая бога Диониса, который вот связан был с этим священным змеем. And Asclepius, again, who's associated with the serpent. Также Асклепий, который тоже символизировался змеем. There was a temple to the emperor there. Был храм императору там. So was Pergam like administrative center of that area? Because I've heard like that was No. like Washington. Ephesus was the capital. Yeah. So, but if you read through all those letters, there are many correlations to the archaeology and the history of the first century. Но если вы читаете эти письма, то увидите много взаимосвязей с археологией и историей того времени, первого века. So it tells us that
that this is accurately reflecting the late first century situation in the province of Asia. И поэтому мы можем сказать, что послание семи церквям достоверно отражает ситуацию в церквях Малой Азии конца первого века. And what we see is, again, all these cities, they're facing a culture that is in opposition to Christianity. И что мы видим во всех этих местах? Эти церкви сталкиваются с культурой, противостоящей христианству. Some of the churches are failing. They're syncretizing some of the pagan practices into their belief system. И некоторые церкви не прошли это испытание, они пережили то, что начали включать в свое поклонение языческие элементы, впали в синкретизм. So they're told to repent, to change their mind and to change their ways and start following God right again. И вот этим церквям, которые, у которых плохо получается, пока Бог говорит покаяться и снова творить, снова поклоняться как надо и делать как надо. In 96 AD, a new emperor comes to power, Nerva. В 96 году нашей эры к власти в Риме пришел новый император Нерва. And John was released from exile on Patmos. И Иоанн был освобожден от заключения на острове Патмос. And he went back to Ephesus. И вернулся назад в Эфес. And he died maybe a few years later. И умер, может быть, несколько лет спустя. And that's the end of the apostolic era. И на этом закончилась апостольская эра. He was the last of the apostles. Он был последним апостолом. And we have a new era in church history. И потом началась новая эпоха в церковной истории. Вы знаете останки Ивана? Do we have where John was buried? Do we know? There is a church in Ephesus that it has the traditional tomb of John. Есть церковь в Эфесе, где, по традиции церковной находится захоронение Иоанна. But the excavations at that church haven't found any tomb from the first century. Но раскопки на месте этой церкви не нашли никакой гробницы первого Or столетия. early second century. Или раннего второго столетия тоже нет гробниц. Do we have any excavations on Patmos? Do we know? Yeah, Были ли a little bit, yeah. Были ли какие-то раскопки на Патмосе? Есть ли там что-то? So Patmos, people lived there actually. На Патмосе люди жили вообще. It wasn't just this barren island where he was all by himself. Это не был какой-то заброшенный остров, где Иоанн был просто сам по себе сидел. And the Romans are known to have used islands in that area to exile people. И римляне вообще они славились тем, что вот на эти острова в этой области посылали людей в ссылку. In fact, some nearby islands had been used to exile other Roman Christians by that same emperor, Domitian. И, кстати, острова по соседству использовались тем же императором Домицианом, чтобы выслать некоторых христиан из Рима туда. But there were things there like a temple to Artemis, a temple to Apollo. Там тоже был храм Артемиде, храм Аполлону. There was a gymnasium, even a stadium there. Был гимназиум, был стадион даже. So there was a little town on it. То есть был там маленький городок. It was very remote. Но он был очень удален от цивилизации. But John could have had interaction with some other people there. Но тем не менее, Иоанн мог там общаться с какими-то другими людьми. He was just prohibited from leaving or from sending anything off the island. Ему просто было запрещено уходить или like sending some information, или просто ему было запрещено также посылать какую-то информацию. So Revelation probably didn't circulate until he got back to Ephesus and then gave it to the church. Поэтому книга Откровения, скорее всего, не ходила по церквям, пока он не был освобожден и не раздал его церквям лично. Таке питання. Іван і Павло, вони мали дружин чи невідомо там? So the question maybe more on church history: was Paul and John married men or not? I think that Paul must have been, at least at some point. Я думаю, что в какой-то момент своей жизни Павел, скорее всего, должен был быть женат. Maybe his wife didn't become a Christian like he did. Может, его жена не стала христианкой, как он. As far as John, there's no evidence that he was.
Касательно Иоанна нет никаких свидетельств того, что он был женат. But I mean, I guess he could have been. Peter was. Но он мог бы. Петр был женат. But yeah, they don't say anything about John's wife. Но они не говорят ничего про жену Иоанна. By the way, interesting thing on Revelation. Ну, кстати, интересный момент касательно Откровения. So I had mentioned those 3 gospel fragments that are from the first century. Я упоминал вам 3 вот этих фрагмента Евангелия, которые датируются первым столетием. Of course, the Gospels are written decades before Revelation. Конечно же, Евангелия были написаны десятилетиями ранее, десятилетия раньше, чем Откровение. But there's actually a fragment of Revelation from about 150 AD. Но вот фрагмент книги Откровения где-то 150 года. So only a little over 50 years after he wrote it. То есть где-то 50 лет спустя после времени написания. Also very close proximity to the original composition. Также очень близко, маленький период времени прошел со времени изначального написания.